Всем привет! С вами Герим Жумадилова. Сегодня я для вас буду показывать самомассаж со скребком гуаша. Скребок сегодня у меня необычный, сделан из балтийского янтаря. Заказывала на сайте Amber Hall. Ссылка в описании. И массажная палочка рельефная с шипами. На нем можно сделать дефибризирующие техники. Также для тургора кожи очень хорошо. Самомассаж и рук, плеч, шеи можно сделать. Проработаем овал лица, нижнюю треть лица, скуловую зону, носогубная складка, в зоне вокруг глаз, а также лобная часть и сухожильный шлем головы. Что необычно со скребком гуаша, когда работаешь, он усиливает приток крови, а также улучшает лимфоток, что благотворно влияет на внешнем виде. Так, начинаем. Первый этап я уже умыла, очистила лицо. Со скребком гуаша, когда будете работать, лучше нанести на лицо либо массажный крем, либо базовое масло виноградной косточки или персиковое масло, можно любое, на ваш выбор. Сразу возьму крабик и соберу волосы. Потому что со скребком, когда буду работать, я же и заднюю поверхность шеи возьму, боковую поверхность. И мне мои короткие волосы все равно не будут мешать. Так, начинаем. По массажным линиям. Легкий лимфодренаж сделала уже. Массаж лица начинается с прилегающих зон, поэтому я буду начинать с зоны декольте. Если у вас на руках нету такой палочки, не беда, можно использовать ручные техники массажа, прям фалангами. Фалангами у центра, либо вот такие защипы. В зоне ключицы нажимаете пальчиками. С другой стороны. Прорабатываем лимфатические узлы. Угу. А теперь с палочкой. О, кровоток усилилась. Прям так хорошо. Теперь перехожу на зону шеи. Начну с боковой стороны шеи. Снизу вверх, можно сверху вниз. Поочередно. Как раз по линиям лимфотока. Теперь поворачиваюсь и прорабатываю заднюю поверхность шеи. От зоны роста волос вниз. Доводим ткань до гиперемии. Теперь прорабатываю переднюю поверхность шеи.
аккуратно, не травмируя кожу, делаем вот такие круговые движения. Приливает кровь, затем в другую сторону, такими кругообразными. Главное не давить, слегка, без давления. Следующее движение — это у меня нижняя треть лица. Нижняя треть лица, где брыли образуются и деформируется. Ткань, пастозность появляется. Излишнюю жидкость я хочу согнать. Для этого я уже буду использовать скребок. Вот здесь есть вот такая вот форма. И я ее буду вести от центра к периферии. И вдоль мочки уха вниз спускаю. Раз, два. Раз, два. И с другой стороны. Здесь у меня находятся мышечные крепления. Мышца, опускающая угол рта, мышца, опускающая нижнюю губу, а также подбородочная мышца. Поэтому я беру скребок, буду использовать вот эту зону и потихоньку вертикально и горизонтально буду прорабатывать нижнюю треть лица. Угу. Щечную зону также тонизируем. И с другой стороны. Сливаем жидкость. Скуловая зона. На скуловой зоне у нас множество мышц скрепляется. Это мышца, поднимающая верхнюю губу, вот здесь крепится. Мышца, поднимающая уголки рта, тоже уголки рта здесь, поднимающая верхнюю губу, крепится вот тут, в этой зоне. Носовая мышца крепится на крыльях, вот тут вот, тоже должна проработать. Дальше при улыбке у нас создается такая носогубная складка. Для того, чтобы проработать носогубную складку, я должна брать малую скуловую мышцу, большую скуловую мышцу, она крепится на скуловой дуге, вот тут. А также самая большая мышца, жевательная мышца, которая нам позволяет жевать и смыкать челюстью. Поэтому скребок мне поможет. Так, от зоны скуловой я начинаю и веду в сторону. С другой стороны. Здесь у нас проявляются суфы или малярные мешки. Тоже прорабатываю. От спинки носа к виску. С другой стороны. Раз, два, три, 4, 5, 6. Закрепляю технику с гуаша ручной техникой. Приподнимаю скуловую зону. Я как бы давлю на кость. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. После того, как вы зафиксировали скуловую кость этими движениями, я бы повторила со скребком еще раз.
Еще одно движение. От нижней части лица ведем и останавливаемся на скуловой дуге и идем вверх. Раз, два, три. По массажным линиям. По жевательной мышце. Повторяем с другой стороны. Отдельно прорабатываю носовую мышцу. Растираю крылья носа. Я не зря показала сперва на скуловую зону, не стала переходить на зону глаз. Почему? Потому что мне нужно здесь проработать вот эти венозные оттоки. Как раз таки с инструментом я проработала. Мышечные крепления проработала. Вот именно там, где у нас находится скуловая кость, да? Скуловая дуга. И теперь я потихоньку буду переходить на зону глаз. И вместе с лобной мышцей. Посмотрите внимательно. Внутренний уголок глаз. Здесь у меня крепится с двух сторон мышца круговая. Это у меня слизная часть крепления и глазничная часть крепления. Вот тут чуть ниже брови. Поэтому я буду на этих местах останавливаться и как полумесяц проводить гуаша. Растирающие движения. И фиксируя бровь, уходим обратно еще раз. Раз, два, три, четыре. Фиксирую бровь и обратно. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Дополняю ручной техникой. Те же движения я повторяю с обратной стороны. Главное не перестараться и не растирать сильно кожу, не сильно передавливая. Не должно быть дискомфорта и болевых ощущений. Фиксируем. Возвращаемся. Растираем. Фиксируем бровь и возвращаемся. Теперь я буду работать на зоне лба. Лобная мышца у нас располагается вертикально и крепится на надбровной дуге. Мои движения будут сейчас также, прочесывая вдоль мышечных волокон, буду вести вверх. От зоны роста волос, от зоны роста бровей. Здесь мне важно создать гиперемию, конечно. Сильно растирать не нужно, но прилив крови мы должны обеспечить. Особенно зону межбровки можете вот так вот горизонтально вести, потому что здесь у меня есть точки крепления мышц. Здесь у меня есть точки крепления, сморщивающая бровь. Ее можно отдельно проработать. Раз, два, три. Сливаем все в височную левую станцию.
Раз, два, три. Дополняю ручной техникой. Опять же, фалангами пальцев такие зигзаги. Ой, как кровь пошла. Похлопывающими движениями. Можно завершить массаж. Вы часто спрашиваете, где можно заказывать, какими средствами я работаю. Вот я заказывала его на сайте Amber Hall, ссылка в описании оставлю. С вами была Игерим Жумадилова, специально для канала про Beauty KZ. Оставайтесь с нами, до скорых встреч!